Всем панкейк! Однажды дикий попугай украл наушник у корреспондента в прямом эфире, а другой репортер получил огромный синяк от прилетевшего в него скейта. Неожиданные падения телеведущих, смешные казусы и тому подобное мы сделали для вас. Подборку самых необычных моментов в прямом эфире. В конце ролика мы расскажем про фокусников, которые ворвались в кадр прямо за спиной телеведущего, благодаря чему прославились на весь интернет. Все мы привыкли видеть телеведущих в непрерывном проявлении профессионализма и харизмы на экране. Однако иногда даже с самыми опытными и талантливыми людьми могут случаться неловкие ситуации. Так, телеведущая утренней программы Good Morning Britain Балвиндер Сидху, намереваясь рассказать зрителям последние новости, упала во время прямого эфира. Девушка на несколько секунд исчезла из кадра, а ее коллеги не смогли сдержать смех. Один из работников студии помог журналистке подняться на ноги. Позже Сидху сообщила, что с ней все в порядке, помимо ушибленного эго. Более комичная ситуация произошла с журналистом BBC Майклом Бушеллом. Он решил взять интервью у британских пловцов, которые выступают на играх Содружества в Австралии. Но во время беседы со спортсменами, которые сидели на бортике бассейна, случайно оступился и провалился в воду. Падение репортера рассмешило не только пловцов, но и пользователей сети по всему миру. Журналист воспринял произошедшее с юмором. Он посоветовал зрителям не терять концентрацию в бассейне, после чего продолжил интервью. Неприятная ситуация произошла и с ведущей одного из швейцарских телеканалов. Рассказывающая прогноз погоды девушка во время прохода по студии поскользнулась, словно на настоящем льду, и рухнула на пол. При этом она упала так сильно, что в кадр попали даже ее туфли. Насколько высоко взлетели ее ноги. Кажется, в этот момент речь шла как раз о снеге и гололеде. Корреспондентка российского канала Елена Макарова вела репортаж о нетипично глубокой луже в одном из дворов города. Глубина почти 20 сантиметров. Вот такая нестандартная лужа ежегодно появляется в этом дворе. Люди с одного берега на другой прокладывают себе путь досками, но и они не всегда помогают. Те, кто посмелее, соревнуются в ловкости, например, перепрыгивают эту лужу, рассказала журналистка. Девушка начала демонстрировать зрителям, как люди перепрыгивают через это водное препятствие. Правда, корреспондентка не совсем точно рассчитала траекторию, поэтому упала в лужу. Не у всех получается перепрыгнуть, подметила журналистка после неудачного падения. Курьезный инцидент произошел в эфире австралийского канала Seven. Его корреспондент Майк Кеймер делал репортаж о новом скейт-парке в Лос-Анджелесе. Журналист не учел, что когда речь идет об экстремальных видах спорта, на площадке может произойти все, что угодно. Внезапно скейт приземлился на голову ведущему. Мужчина схватился за голову и, несмотря на уверение Эймера, что с ним все в порядке, моментально вернуться к работе не смог. К счастью, позже выяснилось, что журналисту удалось отделаться лишь несколькими синяками. Ведущий британского телеканала ITV Энди Питерс должен просить у начальства сверхурочные за эмоциональную работу. Во время недавнего эфира мужчина не смог сдержать слез. Редакторы шоу решили устроить Энди сюрприз. Они организовали телемост с давней коллегой мужчины Эммой Форбс, которую журналист не видел уже 24 года. Женщина уже давно живет в США, однако в 90-х их с Питерсом объединяла детская программа «Жив и здоров», которую они вместе вели на протяжении нескольких лет. По словам Forbes, это время было лучшим в ее жизни. Сам Энди при всем разговоре с коллегой пытался отойти от шока, а затем и вовсе расплакался. Курьезный инцидент произошел в деревне Кастесси, о которой журналистка британского телеканала Master TV Лорен Хьют вела репортаж. Во время записи эфира она встала рядом с дорогой, и проезжавшие мимо машины окатили ее грязной водой трижды за 30 секунд. Девушка не смогла сдержать эмоции и даже выругалась несколько раз. Кажется, теперь она захочет поменять свою работу. Но вода из лужи не самое страшное, что могло бы прилететь в лицо журналисту.
Участник мотосоревнований устроил для этой девушки бесплатный сеанс омоложения лица с помощью польской лечебной грязи. Все это происходило в прямом эфире. Девушка, кажется, совсем не расстроилась, но она точно запомнит этот день на всю жизнь. Телеведущая прогноза погоды на телеканале KTLA5 Liberty Chan попала в неприятную ситуацию в прямом эфире. Съемка велась с применением технологии хромакей. Девушка надела белое платье с коралловым рисунком, которое начало сливаться с картой погоды. Чан заметно смутилась. «О, придется изменить. Посмотрите на это». «Вот облом. Я думала, что было достаточно света». Спас телеведущую от конфуза ее коллега, совершивший настоящий рыцарский поступок. Он подбежал к ней и накинул на нее свой пиджак. Признательная Чан заулыбалась и спросила: «А у вас есть ремень?» Только посмотрите. Девушка, не скрывая радости, начала пританцовывать. Во время выступления румынской телеведущей канала Antena One Миреллы Вайду на съемочную площадку внезапно выбежала голая женщина и кинула в сторону журналистки некий тяжелый предмет, похожий на камень. К счастью, ведущая успела увернуться и не пострадала. Телеканал позже подтвердил произошедшее. Напавшая женщина вошла на съемочную площадку через незапертую боковую дверь с куском кирпича в руке. Сотрудникам канала удалось обездвижить женщину, после чего они вызвали в студию сотрудников правоохранительных органов и медиков. Кажется, работать журналистом действительно опасно. Американская телеведущая Шерри Шепард оконфузилась в прямом эфире своего шоу под названием «Шерри». Длинный парик понемногу начал сползать с ее головы, а после и вовсе упал. Однако девушка не испугалась и закончила свою речь. Когда вы носите парики, то учитесь доверять человеку, который надевает его на вас. Только он может отвечать за его фиксацию, сказала Шепард. Норвежская телеведущая Лин Вик попала в неловкую ситуацию. Инцидент произошел во время передачи на канале TV2. Герой программы Вегард Харм отвечал на вопрос о спортивных упражнениях. Во время эмоционального рассказа эксперта Лин почувствовала тошноту и решила выпить воды из стакана. Организм отреагировал непредсказуемо. Через несколько секунд ведущую вырвало. Чтобы объясниться перед гостем, Вик призналась, что беременна, хотя изначально не собиралась рассказывать окружающим о своем интересном положении. Харм был поражен этой новостью и не обиделся на журналистку. Двое американских спортсменов так сильно увлеклись игрой в футбол, что не заметили девушку, стоявшую неподалеку. Они случайно сбили с ног стоящую у кромки поля спортивную журналистку. Видеоролик выложила сама пострадавшая корреспондентка телеканала ESPN Лаура Рутлейдж. Во время игры она не вовремя повернулась спиной к полю, за что поплатилась болезненным столкновением с двумя крупными игроками. К счастью, девушка не пострадала. Ей быстро помогли подняться на ноги. А на видео попал довольно опасный инцидент, случившийся во время записи репортажа из австралийского заповедника. Ведущая подошла к ограде, чтобы пообщаться с крокодилом, но рептилия грозно выпрыгнула из воды, открыв пасть. Девушка с криком отбежала от ограды, напуганная таким поведением. И, к счастью, лишь испугом все и обошлось. Позже сотрудники заповедника рассказали, что этот крокодил много лет назад лишился правого глаза и части нижней челюсти после борьбы с сородичем. Карантин, последовавший за коронавирусом, полностью изменил наши жизни. Те, у кого была возможность, перешли на работу на удаленке и поддерживают связь с миром с помощью видеоконференций. И тележурналисты не исключение. Так, журналист ABC News Уилл Риф должен был из собственной гостиной рассказать в утреннем шоу Good Morning America про то, как аптеки используют дронов для доставки лекарств. И все шло неплохо, до момента, когда установленная самим же Уиллом камера показала, что он сидит без штанов. Нужно отдать должное ведущему. В верхней части костюма все безупречно. И пуговицы на рубашке застегнуты правильно, и пиджак приличный. Но вот низ... Мужчина не стал делать вид, что не в курсе собственного позора. Напротив, он поступил, как и положено, журналисту, одним из первых сообщив в соцсетях о собственном промахе.
Лазас Мантикас собирался рассказать об урагане в поселке Кинета в прямом эфире телеканала ANT1. Однако журналистам неожиданно заинтересовалась свинья, которая начала гоняться за ним. Животное упорно не оставляло мужчину в покое и даже пару раз ударило головой сзади. Лазас Мантикас признался, что героиня ролика преследует съемочную группу все утро и пытается его укусить. Ведущие не смогли сдержать смех, один из них даже согнулся от хохота. Они пожелали корреспонденту решить эту проблему и перешли на другую тему. И кажется, не только свиньям хочется быть в центре кадра. В Штатах журналистка вела репортаж для утреннего шоу с территории зоопарка и привлекла внимание жирафа. Судя по всему, симпатичная корреспондентка очень понравилась травоядному. Он начал тереться о ее шею, грудь и ягодицы, приведя в восторг не только зрителей, но и ведущих в студии. Можно сказать, пятнистый скомпрометировал даму и теперь, как честный джентльмен, просто обязан жениться. Да что скажешь жирафу, все равно не поймет. Немного агрессивный, но очень фотогеничный баран чуть не лишил оператора BBC самого дорогого. И речь не о видеокамере. Камерунский баран по кличке Сесил подошел вплотную к сотруднику BBC, когда тот снимал животное для нового выпуска программы о животных Animal Park. Овец разводят сотрудники сафари-парка Лонглит на юго-западе Англии. Мужчина попытался прикрыть рукой область паха, однако животное с размаху ударило рогами мужчине между ног. Он скрючился от боли и упал на газон вместе с видеокамерой. Сотрудница парка и ведущая телеканала рассмеялась от увиденного. «Сесил, не делай так! Я прошу прощения!» – сказала смотрительница оператору. Корреспондент российского канала попыталась взять интервью у самого необычного собеседника. «Что вы можете сказать о нынешней экологической ситуации на Волге?» – спросила журналистка в начале видео. После этого оператор поменял план и показал лежащую на берегу рыбу. В ответ на молчание Чаурова сказала: «Молчит? У меня тоже нет слов. Рыбное кладбище длиной минимум в километр навевает мысли о настоящем экологическом бедствии». За спиной репортера телеканала 22 News в прямом эфире появился Йети. Случай произошел, когда журналистка рассказывала о метели, которая накрыла город Спрингфилд. Человек в костюме снежного человека прошелся прямо за спиной ведущей. Оператор на время отвел камеру, чтобы показать занесенную снегом проезжую часть. А когда вновь навел фокус на ведущую, Йети уже исчез. Вы никогда не можете предугадать, что может произойти во время прямой трансляции, прокомментировал случившееся канал на своем сайте. Следующий инцидент произошел с корреспондентом российского телеканала «Мир-24» Надеждой Сережкиной, когда она готовилась рассказать зрителям о погоде на ближайшие дни. Девушка только начала рассказывать о том, стоит ли подальше в шкаф убирать теплую одежду, как вдруг к ней подбежал золотистый ретривер. Пса, видимо, привлек яркий микрофон журналистки. Неожиданно для всей съемочной команды он выхватил аппарат из рук растерявшегося корреспондента и помчался прочь. Несколько метров пса пришлось преследовать, чтобы вернуть аппаратуру на место. Тем временем эфир не прервался ввиду технических особенностей, поэтому зрители смогли увидеть все случившееся от начала и до конца. Ведущая в студии попыталась спасти ситуацию, переведя разговор на другую тему. В 2016 году португальская сборная по футболу вышла на прогулку по тренировочной базе. Капитаном команды на тот момент был Криштиану Роналду. Специальный корреспондент португальского издания «Correio da Manhã» спросил у форварда Реала, готов ли он к матчу с Венгрией. Но, видимо, звезда футбола был не в духе. Вместо того, чтобы ответить, Роналду вырвал из рук корреспондента микрофон и молча выкинул в воду. 29-летняя Сабрина Родригес вела прямой репортаж для канала Fox 40 на фестивале винограда. Смелый бабуин по кличке Микки не упустил возможности и положил свою лапу на грудь журналистки и не отпускал до конца видео. При этом он все время смотрел в камеру и цинично улыбался.
Член правления Джон Николсон выступал во время заседания Комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту. На заседании, посвященном будущему общественного вещания, выступили с показаниями леди Каролин Маккл, исполнительный директор ITV, и Магнус Брук, директор по вопросам политики и регулирования ITV. Николсон спрашивал об использовании субтитров на детском телевидении, когда его вклад сам по себе стал достоин детского телевидения, поскольку перед ним появился хвост. «Я приношу извинения за хвост моего кота», – говорит Николсон на видео, прежде чем обратиться к коту с запоминающимся призывом. «Рока, опусти свой хвост». В Чили небольшой попугай невозмутимо сел на плечо корреспондента и вытащил наушники из уха, когда тот вел репортаж в прямом эфире. Особый комизм ситуации придает тот факт, что репортер рассказывал о том, как резко вырос уровень преступности в Чили. Видео мгновенно стало вирусным и облетело весь мир. Кстати, неудачливому корреспонденту все же повезло. Позже он смог найти наушник в траве. Попугаю, видимо, хотелось просто поиграть, а воровать по-настоящему он не хотел, ведь он птица, а не опасный преступник. В прямом эфире австралийского телевидения из-под контроля вышел эксперимент с жидким азотом, который едва не убил одну из ведущих. Во время утреннего шоу учитель физики и блогер Джейкоб Скриллинг наполнял бутылку с Кока-Колой жидким азотом, чтобы запустить их как ракеты. После одного успешного эксперимента он предложил ведущей повторить эти действия еще раз. Но ведущая, судя по всему, не понимала, что делает. Она неожиданно перевернула бутылку, которая пролетела в нескольких сантиметрах от ее головы на огромной скорости. Девушку на какое-то время оглушило, но тяжелых последствий для здоровья удалось избежать. А эти парни решили удивить всех зрителей телеканала Sky News. Прямо за спиной журналиста уличные маги в прямом эфире устроили небольшое шоу. Похожий инцидент произошел в другой стране. Журналист из Израиля вел прямой репортаж с одной из улиц города, когда всю его работу свел на нет фокусник. Мужчина увидел камеру и понял, что настал его момент. Недолго думая, он достал реквизит и принялся показывать трюки, создавая забавные иллюзии с помощью колоды игральных карт. Представление за спиной журналиста продлилось лишь несколько секунд, но этого хватило, чтобы фокусник воспользовался возможностью прославиться на весь мир. Такие необычные, неловкие и странные моменты происходили во время прямых эфиров. Надеемся, нам получилось вас удивить. И спасибо за просмотр.